Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами будем обсуждать диффузор для ароматических масел Mind & Mood. Посмотрим, как он работает, сравним с предыдущим диффузором. Если вам все это интересно, поехали. Когда я впервые взяла в руки эту коробочку, я подумала, боже мой, наверное, в Oriflame сделали диффузор в 2 раза больше, чем предыдущий. Вот, для сравнения вам прошлый диффузор Mind & Mood и новый. Но сейчас распечатаем и посмотрим, так ли это. Приходит вот в такой яркой, позитивной упаковке. Оттенки дизайна символизируют разные направления ароматических эфирных масел Mind & Mood. Есть, например, синенькая для релакса, для гармонии, для энергии, для баланса, для спокойствия. В общем-то, любое масло вы можете залить в этот диффузор и получить ту эмоцию, которую вам хотелось бы. Кроме того, вы еще и получаете увлажненный воздух и, в принципе, хорошее настроение, потому что диффузор этот с подсветкой. И еще вот в этом малыше мне подсветку очень нравилась. Сейчас посмотрим, как она работает в новиночке. И сам диффузор, знаете ли, упаковочка-то оказалась побольше. Вот, смотрите, это прошлая версия, это новая. Мне кажется, что они почти одинаковые. Сейчас колпачки снимем, посмотрим. Но там в коробочке есть что-то еще. Такая замороченная немного упаковка. И здесь есть стаканчик. Я давно выбросила упаковку из-под прошлого диффузора, поэтому я не помню. По-моему, там стаканчика не было. Но здесь стаканчик, в котором лежит инструкция. Прям целый такой достаточно большой талмуд. Не знаю, что тут они могут написать, кроме того, что я вам сейчас расскажу. Сам диффузор, у которого можно снимать крышку. Также у него такие, знаете, прорезиненные ножки, чтобы он не скользил. И место, куда мы сейчас вставим шнур, который мы тоже сейчас найдем в стаканчике. И написано, как им пользоваться. То есть вы вставляете шнур, наливаете сюда водичку и все, пользуетесь. Нажимаете кнопочки и пользуетесь. И здесь еще такой нюанс на инструкции, что выливать вот с этой стороны, где здесь есть дырочка, вот эта какая-то, здесь с этой стороны нельзя выливать, надо выливать с обратной стороны. Почему-то так они решили. И здесь еще есть метка, до которой вы доливаете воду. Стаканчик, очень удобная штука, надо сказать. Мне нравятся такие стаканчики с разными мультиварками присылают, с хлебопечками. И здесь тоже молодцы, что добавили его, потому что удобно будет подливать воду, потому что эта конструкция все-таки электрическая, как-то ее под кран совать не очень удобно. И шнур. Шнур у нас без розетки, розетку ищите сами. Как сказал мой муж, это сейчас модно, сейчас все так делают. Окей. Здесь, кстати, тоже шнур был без розетки. Что мы делаем? Мы в первую очередь вставляем шнур, находим розетку, вставляем в розетку диффузор, наливаем сюда водички и закрываем сверху вот таким красивым колпачком. Здесь есть 2 точечки и сверху метка, то есть если вы его повернули, все, он уже у вас не снимется и будет стоять устойчиво. Здесь у нас отверстие посередине вверху, тогда как у прошлого диффузора было сбоку. С одной стороны, когда вот я, например, сидела на рабочем месте и наливала сюда энергетическое масло для того, чтобы мозг у меня лучше работал, мне было удобно. Я вот отворачивала вот этот поток воздуха, который отсюда шел, от себя, если мне его казалось много, если мне, наоборот, хотелось подышать им, я, наоборот, поворачивала к себе. Здесь будет другая история. Здесь, когда вы включите диффузор, все это будет его обволакивать туманом, и вот этот ароматический туман у вас будет располагаться по всей комнате. И кнопки здесь тоже работают по-разному. Давайте сначала посмотрим, как работают в новом диффузоре, потом я объясню отличие от старого. Здесь есть 2 кнопки. Одна называется Light, другая Mist. Mist – это режим распыления. Короткое нажатие,
на мист один раз, и вы включаете диффузор. Красный индикатор становится ярким, и диффузор работает непрерывно. Нажимаете вы на мист второй раз, коротко, и индикатор становится зеленым, и диффузор начинает работать в прерывистом режиме, останавливается каждые 30 секунд, и он остановится, сам выключится автоматически, когда вода израсходована. Для сравнения, режимы распыления в прошлом диффузоре работали по-другому. Вы включали одним нажатием, сейчас точно не помню, либо максимальное количество минут, либо минимальное, ну, условно, вы включали 30 минут, второе нажатие увеличивало на 60 минут, 120 минут и 180 минут. Когда этот таймер заканчивался, диффузор выключался, неважно даже была ли в нем при этом вода. Мне кажется, что вот эта история хорошо работало бы прошлое именно с релаксирующими маслами перед сном, потому что удобно. Поставил перед сном таймер, включил там на 30, например, минут, и пока уснул, диффузор работает, тебя расслабляет, потом, в принципе, не нужен. Например, я люблю масла, муж мой не очень любит, а так как мы в одной комнате располагаемся, то я 30 минут перед сном подышала, расслабилась, и ему потом всю ночь вот эта вот история вся не пахнет в спальне. Тогда как вот этот диффузор, он будет работать всю ночь, пока вода в нем не закончится. Здесь такой системы таймера нету. Но им, вот этим диффузором, удобно пользоваться, например, на рабочем месте, когда вы можете поставить прерывистый режим. Здесь такой нету истории. Здесь просто на максималках все это дует. Единственное, как я уже сказала, вы можете немножко отвернуть, но здесь, например, вот вы работаете, бодряще что-то сюда подлили, ставить прерывистый режим, и он 30 секунд вот этим туманом поливает, потом 30 секунд молчит. И, в принципе, это довольно комфортно, потому что, ну, сильно не напрягает. Поэтому вот такие разные режимы. Я не знаю, сможете ли вы такой еще купить, он уже не продается, но вот как бы в любом случае сравнить вы сможете, чем отличается. Вторая кнопка здесь, по сути, одинаковая и на прошлом диффузоре, на этом. Называется она Light, это подсветка. И с помощью нее вы можете регулировать разный стиль света у вашего диффузора. Подсветка очень классная, особенно в темноте она смотрится потрясающе. Она действительно какая-то релаксирующая, расслабляющая. Если вы нажимаете на кнопочку один раз, то в этом случае подсветка включается, и диффузор будет менять цвет. Для меня это какая-то медитативная тема, просто я смотрю на это, и мне очень нравится, как переливаются эти оттенки, один в другой переходит, это очень красиво. Но, например, если вам не нравится какой-то цвет из тех, которые меняются, либо, в принципе, вот эти вот все изменения, может, они вас раздражают, ну, неважно, вы можете установить какой-то определенный оттенок, и вы нажимаете на эту кнопочку до тех пор, пока здесь не будет какого-то определенного оттенка, который бы вас устроил. Вы выбираете тот цвет, который нужен. Если вы нажимаете на кнопочку и удерживаете ее в течение 3 секунд, то функция подсветки выключается. Так же, как и длительное нажатие в течение 3 секунд кнопки Mist выключает функцию распыления. Остается лишь добавить, что размер у диффузора очень компактный, и, в принципе, если мы снимаем крышечки, то я думаю, что эти диффузоры примерно одного размера. В закрытом виде размер данной новинки 9,2 на 14,5 сантиметров. Он компактный, как пишет на сайте Oriflame, его удобно брать с собой. Я уж не знаю, куда вы с собой возьмете диффузор, но он же еще и USB, то есть чисто теоретически вы можете его вставить в компьютер, и он у вас заработает и будет радовать вас и тонким ароматным паром,
увлажнением воздуха вокруг вас, и в том случае, если вы сюда капнете, ну, много не надо, если вы используете эфирное масло Mind and Mood, они супер просто концентрированные, одну, максимум 2 капли, пишут даже 2-4, не надо 4, это будет очень насыщенно. Если вы хотите тонкий аромат, который бы дарил бы вам удовольствие, то максимум 2 капли на все 120 миллилитров диффузора. И в этом случае вы еще и параллельно, дополнительно создаете себе эмоцию, настроение и подпитываете свои чувства вот этими аромамаслами. Остается лишь добавить, что если вы не используете это устройство в течение длительного времени, обязательно слейте из него воду. И мне кажется, что вот такой минималистичный дизайн украсит абсолютно любой интерьер. Диффузор — это очень классная и полезная штука, потому что увлажненный воздух — это всегда очень здорово. Если у вас диффузор или увлажнитель, пишите в комментариях, планируете ли вы его к покупке и был ли вам интересен и полезен мой обзор. Все это я буду читать под видео на канале Взлет. Ставьте лайк, если вам было интересно. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новые видео о новинках Oriflame самыми первыми. Пока-пока.